Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я собрала для вас почти полную косметичку белорусских прекрасных средств. Это будут и тени, и средства для бровей, и чего только вы пожелаете. На моем канале уже есть 2 видео, где я рассказываю про свои фавориты, и я постоянно что-то покупаю новое, потому что белорусские средства — это просто must-have, который обязательно должен быть в вашей косметичке. Неважно, вы делаете макияж для себя, для родственников, или, возможно, вы работаете визажистом. Эти средства, они классные, они работают, они проверены, и поэтому я хочу вам про них рассказать. Я придерживаюсь такого мнения, что белорусская косметика — это не замена люксу, это вообще какой-то отдельно стоящий субъект, объект и вообще просто произведение искусства, потому что многие непосредственно средства, они просто невероятные, они классно работают, суперско держатся. Ну, собственно, давайте не будем голословить, давайте все посмотрим, как это выглядит на моем прекрасном лице, потому что на сводч-то вы уже насмотрелись, и приступим к макияжу. Если после просмотра видео вам покажется, что я недостаточно рассказала про какие-либо средства, которые были в нем, то, пожалуйста, буду очень рада вас видеть в моих предыдущих видео, потому что там есть 2 видео на канале, где я более подробно рассказываю, показываю, делаю сводчи, потому что сегодня не получится как бы сделать на себе все сводчи помад, но, тем не менее, можете посмотреть еще те видео, надеюсь, что вам понравится, ну и приступим. Я уже подготовила лицо, скажем так, начало положено, у меня есть тон, у меня есть небольшое, скульптурирование лица. В общем, все основное, что смогла сделать, я сделала, и теперь перейдем к героям, к фаворитам и вообще к самой классной белорусской косметике, которую я очень люблю и хочу показать, как она работает в деле, потому что в предыдущем ролике я показывала лишь фавориты на сводчах, теперь время показать это все на нашем прекрасном лице. Смотрите, сейчас самое время нанести румяна. И румяна у нас будут от бренда Лилуи. Это очень классные румяна, они супер пигментированные, поэтому, пожалуйста, осторожнее. Здесь самое главное не переборщить. У меня оттенок 02 Pink, и я советую вам с такими румяшками следующим образом. Мы сначала наносим это все на руку, и потом уже кистью распределяем на наши щечки, потому что иначе можно наделать пятен, а нам бы этого, мало хотелось, честно говоря. Видите, он даже на руке очень сильно отдает пигмент. И, собственно, на щеках сейчас будет то же самое. Смотрите, я уже так приобрела румянец. Мы, как всегда, с вами непосредственно тушевку делаем наверх, чтобы у нас был, такой небольшой, скажем так, лифтинг макияж. Не опускайте макияж, я вам давно уже об этом говорю. И, как вы видите, если мы распределяем это все полноценно, так на ручке, первостепенно, то это все отлично и так достаточно деликатно переносится на наши щеки. Лучше, если что, добавить, потому что с розовыми щеками ходить тоже, скажем так, не каждый готов. Мне очень нравится оттенок этих теней, он просто максимально, мне кажется, деликатно смотрится, очень нежно, натурально. Если вы любите, там историю с носиком, можете сделать, можете нанести непосредственно на лоб. Все это смотрится очень симпатично, такое красивое, даже небольшое, у него есть свечение у этого оттенка, потому что он, действительно очень здорово смотрится на лице, и такая розовинка, она всегда как-то, не знаю, молодит, придает какой-то обворожительности. Люблю такие текстуры, кремовые текстуры очень круто смотрятся и хорошо носятся. Эти румяна, они, правда, не сползают в течение дня, и они очень долго, скажем так, проявляют себя на своем лице, и прям очень достойно, учитывая, что стоимость была, по-моему, 201 рубль, или как-то так, прям очень достойно. Если вам не хватает интенсивности, просто набирайте повторно, они не скатываются, они прям круто, они буквально фундаментально, скажем так, оседают на вашем лице, и все, больше с ними ничего не будет. Теперь, я думаю, буквально в 2 счета быстро закончим макияж лица, потому что этих средств у меня от белорусских брендов нет, и я бы не сказала, что они какие-то прям супер-супер популярные, поэтому мы сейчас пройдемся моими любимчиками и так осторожненько нанесем хайлайтер и непосредственно закрепим все пудрой, чтобы макияж у нас выглядел более законченно. Нанесу еще буквально немного бронзера, чтобы все это объединить и, скажем так, эту историю всю завершить на нашем лице. Ну что, мы снова возвращаемся к белорусской косметике, и сейчас я предлагаю перейти к бровям, потому что действительно средства для бровей у белорусов просто какие-то потрясающие. Это как карандаши, о которых мы говорили, в предыдущем видео. Это, например, вот этот карандаш от Luxe Visage мне очень сильно нравится. Правда, я вас предупреждала, что он немножко рыжий, на мой взгляд, и если вы действительно ищете прям таупы, у вас достаточно мало такого теплого оттенка, скажем так, в вашем оттенке лица, в вашем оттенке волос, то здесь, пожалуйста, внимание.
внимательней. Соответственно, у них очень классные карандаши и у них классные гели для бровей. И если в прошлом видео я рассказывала вам непосредственно про просто фиктирующий непосредственно гель для бровей. Он мне, правда, немножко уже стал оттенком моих бровей, потому что, ну, скажем так, такие гели, они прозрачные, красивые только перед первым применением, а потом вот достаточно такой интересный оттенок они приобретают. И непосредственно я хочу вам показать еще в работе вот такой тинт для бровей. Он у нас уже с оттенком. У меня 101 тауп, и, кстати, для меня это будет тоже открытие, как и для вас, потому что я им достаточно мало пользовалась, и хочу с вами тоже еще раз, да, все это посмотреть и, соответственно, оценить, насколько мы хотим все это носить на нашем лице. Давайте, наверное, немножко оформим брови карандашиком. Я вам рассказывала, что он чуть-чуть у меня сломался, поэтому я прям максимально осторожно все это буду непосредственно держать, чтобы он не выпал, да, чтобы грифель у нас остался в основании карандаша. Здесь я сразу скажу, что я не хочу рисовать какие-то соболиные брови, потому что я это уже не люблю, и я вообще в последних видео тоже вам говорила, что я в последнее время пользуюсь просто тинтом, там вот от Maybelline очень классный, такие помадки мне нравятся, поэтому я буквально немножко проработаю сейчас проплешины, вот, но я хочу сказать, что это не значит, что карандаш какой-то прям, ну, слишком, скажем так, деликатный, то есть если вы хотите, вы можете наслоить, вы можете там действительно какую-то достаточно такую яркую историю сделать, но так как у нас будет много средств для бровей, то я предлагаю обойтись таким легким каким-то шлейфом. У меня в зеркале видно, да, что приобрелся такой, ну, скажем так, заполнили небольшие проплешины. У меня, конечно, свои брови повезло относительно нормальные, но все равно какие-то вещи я люблю дорабатывать. И что интересно, этот карандаш, да, тут такая грифельная непосредственно у нас техника, потому что он очень тоненький. И вы можете непосредственно, да я уже, мне кажется, увлеклась, гель для бровей нам не особо понадобится, но ладно, в общем, была не была. Можно вот так действительно, как будто бы, да, техникой волосков все это аккуратно уложить и сделать красиво. Мне нравится. Прям оттенок очень красивый. У меня, конечно, волосы крашеные, но здесь вот можно увидеть мой натуральный цвет волос. И мне кажется, что даже, наверное, не так он рыжеват смотрится, как я вас пугала, но для меня все равно это более теплый тауп. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте внимательны. На самом деле, мне кажется, с бровями можно уже остановиться, потому что карандаш Соло просто проявил себя очень классно. Он достаточно, мне кажется, подчеркнул мою естественную форму бровей. Здесь осталось уже исходить из того, что вам больше нравится. Если вы любите больше эффект ламинирования бровей, то непосредственно можно либо воспользоваться вашим мылом, либо как раз-таки гелем, да, от тоже непосредственно Luxe Visage, который классно работает, я его люблю и во многих макияжах использую. Вот. Но так как мы собрались посмотреть на моих фаворитов, то я думаю, давайте еще я покажу вам этот гель. Как я сказала, я не могу сказать, что я им прям безумно много пользовалась, но те разы, когда он был у меня на бровях, мне непосредственно понравился оттенок, мне понравилось, как он носится, и учитывая его цену, мне кажется, 150 рублей, это прям классная альтернатива таким дорогим средствам, потому что Anastasia Beverly Hills уже сложно достать, а Luxe Visage, пожалуйста, на любом маркетплейсе просто можете найти и пользоваться. Как я сказала, оттенок у нас 101 тауп, и он достаточно естественно смотрится на ваших бровях. Как я говорю, всегда берите посветлее оттенок. То есть даже если вы темненькая девушка с такими густыми темными бровями, все равно что-то посветлее, потому что, мне кажется, светлые оттенки всегда как-то украшают девушек больше, чем если мы более темные берем оттенки. Это немножко так какой-то old fashion, скажем так, наших бровей. И здесь все зависит от того, что вы хотите, да, то есть либо мы зачесываем немножко, и посмотрите, как он круто вписался с нашим карандашом. Мне кажется, оттенки просто очень хорошо смотрятся вместе, и здесь, да, техника зависит от ваших желаний. То есть если вы хотите, чтобы у вас были брови чуть больше, если у вас есть определенные проплешины, скажем так, да, недочеты в ваших бровях, или вы просто любите когда так уложенный ламинированный эффект, то вы зачесываете просто наверх. Так как у меня, скажем так, нет такой задачи, хотя вот видите, вот, так зачесываем, и этот гель будет так стоять. Но нам этого не нужно. Я, конечно, немножко испачкала, но зато я вам показала, как это все работает. Дорогие друзья, буквально секунда вашего времени, если вы еще не подписаны на канал, то я вас призываю, остановите видео, сделайте это, потому что это безумно помогает развитию, мотивирует меня. Ну и в целом мой канал развивается, это значит, что будет больше интересных, классных и дорогих видео. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, буду каждому очень сильно рада. И спасибо, если вы уже подписаны. И вот сейчас закрепимся ламинирующим непосредственно
фиксирующим, так будет правильней, гелем для бровей, но вся эта манипуляция, честно говоря, излишняя, потому что мне кажется, что и с карандашом все это классно смотрится, и непосредственно классно это все смотрится вместе в дуэте, но вот я думаю, что я, может, помягче немножко сейчас их сделаю. Ну что, с бровями мы закончили. Мне кажется, по оттенкам просто идеально под мои корни и непосредственно под состояние моей кожи на данный момент. Да, я говорю, что у меня небольшой такой загар сейчас присутствует на лице. И вот с корнями, мне кажется, просто как будто натюрель бьюти. Очень красиво. Еще раз скажу, что это 101 тауп. И это непосредственно тоже у нас карандаш. Ну, я помню, что он тауп. Я не вижу где. Да, 103 тауп. Вот, поэтому люкс визаж. Видимо, они будут, возможно, в дальнейшем продаваться в комплектах, но вместе, мне кажется, они очень хорошо смотрятся, и действительно, мне кажется, какие бы ни были, да, ваши брови, вот с этой парочкой вы можете нарисовать просто какой-то невероятно красивые брови, которые будут подчеркивать красоту вашего лица. И вот этот гель тоже вам еще раз советую, он очень крутой. Давайте перейдем дальше, и сейчас уже можно работать непосредственно с нашими глазами, и тут я рассказывала и в первом, и во втором видео, что у меня уже собралась такая большая внушительная коллекция теней. И давайте, наверное, воспользуемся, я думаю, подложкой, потому что мы еще с вами наложим какой-то основной пигмент, чтобы это было более симпатично. Но я скажу честно, что я и многие мои очень близкие подруги, они непосредственно используют просто эти тени на глаза, потому что смотрится это очень красиво, и несмотря на многие дорогие бренды кремовых теней, они не скатываются и носятся просто суперско. Поэтому если вы опаздываете на работу, опаздываете отвезти ребенка в детский садик или на учебу, неважно, то вы просто наносите непосредственно эти кремовые тени, можно даже не закреплять. Вот я ручаюсь, что эти тени от Luxe Visage можно не закреплять. И непосредственно вы идете красивая, можно еще стрелочку нарисовать, да, чтобы был более такой глубокий, скажем так, взгляд. Ладно, сегодня у меня какое-то розовое настроение, как всегда, наверное, вы скажете. Поэтому давайте с вами воспользуемся оттенком 103. 103, он наиболее, мне кажется, такой розоватый. И потом красиво наши тени будут на нем смотреться. Смотрите, так как эти тени, я сказала, реально крутые, прям правда, можно даже аппликатором, потому что некоторые скатываются, плохо распределяются, но я люблю это все по старинке, кисточкой, но если у вас мало кистей, вы не хотите их пачкать, или просто, я не знаю, вы привыкли все носить пальцами или прям аппликатором, работайте спокойно, тем, чем вам удобно, потому что эти тени вас не подведут, я вам прям обещаю. Соответственно, кремовые тени очень крутые, оттенки супер вообще носибельные. То есть это те оттенки, которые как раз есть в Шарлотт Тилбери, в Армани. Ну, в общем, это действительно красиво, это действительно смотрится дорого. То есть, если бы мне сказали, что, Даш, ты знаешь, что у тебя почти все кремовые тени будут за 200 рублей от Luxe Visage, я бы, наверное, подумала, что, блин, ну за такие деньги невозможно классные кремовые тени купить, невозможно, потому что в Шарлотт Тилбери он 3500 стоит, наверное, это оправдано. Но, друзья, нет, я вот уверена, что если вы круто подготовите кожу и непосредственно правильно все это нанесете, на одном глазу будет Шарлотт Тилбери, на другом Luxe Visage, никто не отличит разницы, потому что оттенки очень дорого смотрятся, да, то есть это не, например, в лоб какой-то розовый, посмотрите, он круто, деликатно подсвечивает, то есть он такими легкими перламутровыми какими-то вкраплениями, да, шиммера, и за счет этого смотрится круто. И как база, да, непосредственно под наши дальнейшие яркие оттенки, и непосредственно соло. То есть я вот так очень люблю. Можно добавить складочку, например, да, вот складку века проработать, например, скульптором тем же самым, какими-то тенями такого более тауп оттенка, и все, и будет у вас уже все красиво, вы можете спокойно, действительно, с этим макияжем выходить в люди. Но давайте сделаем чуть-чуть поярче, и, наверное, нанесем тени, просто чтобы это выглядело у нас с вами более закончено. Посмотрите, я специально взяла оттенок очень интересный у теней. Они как будто бы бежевые, но они с таким розовым переливом. И вот на такой розовой подложке, мне кажется, что смотрится прям очень красиво.
Завершили глаза, и теперь переходим к макияжу губ. У меня тоже собралась такая внушительная, скажем так, коллекция. У меня есть 3 матовых оттенка, они достаточно похожи, я показывала их в прошлом видео. Эти более у нас с розовым подтоном, это непосредственно нюдик, который прям, ну, супер сливается с цветом ваших губ, и его не сильно, так скажем, заметно. Это просто когда твои губы, но лучше. Эти более видная история, и я очень часто в них видео, потому что они очень круто держатся, не скатываются, хотя немножко подсушивают мои губки, но матовые помады, к сожалению, все этим грешат. И новенькое, что у меня появилось в косметичке, это такой блеск, оттенок 03 фламинго. Он очень классный, и, честно говоря, он, мне кажется, составляет хорошую конкуренцию таким известным блеском от мировых брендов, потому что действительно он круто смотрится, классно подсвечивает губы и действительно как будто бы увеличивает, но при этом вы не чувствуете этот дискомфорт, который раздражает. Давайте, наверное, мы с вами нанесем нюдовую, да, историю, и затем уже немножко подсветим все это блеском. Хотя, конечно, это можно наносить и отдельно, но давайте мы сегодня так немножко поэкспериментируем. Нюд можно носить карандашом. Очень хорошие тоже, кстати, у них карандаши, непосредственно в этой линейке. Они прям классные, отлично подстраиваются. И многие писали, что это и замена MAC, и замена Bobbi Brown, потому что прям реально очень круто они себя ведут. Но я сегодня хочу обойтись без карандаша, я думаю, мы с этим справимся. Очень легко наносится, что самое интересное, ощущается будто бы какой-то маслечко. То есть я не чувствую, что мои губы как-то скованы, и действительно как будто суфле на губах. Вот искала что-то похожее в своих ассоциациях, и очень комфортно. Очень комфортно с помадой находиться. Посмотрите, как идеально, мне кажется, он попал действительно в оттенок моих губ. Можно выйти за контур, если вы любите губы за контурок, но я думаю, ограничусь вот так. Мне кажется, этот оттенок смотрится очень естественно, прям красиво, такой получился очень нежный макияж, я такой люблю. Это, если что, тон 11. Тон 11, Релуи Комплимент, это самая известная, мне кажется, их помада, и, собственно, мне кажется, с них и началась любовь к белорусским матовым помадам, потому что у каждой, мне кажется, девчонки и мальчишки есть такой оттенок или непосредственно такая помада у себя в кейсе. И далее давайте мы нанесем блеск, хотя можно и так остаться. Но давайте нанесем, потому что я хочу показать, как он смотрится. Сейчас немножко подсушим губки и нанесем. Правда, когда вы делаете такие эксперименты, будьте готовы, что у вас аппликаторы будут не самые чистые, не самые красивые. Вот, но я этого не боюсь. Соответственно, наносим. Он пахнет просто вообще невероятной жвачкой. Мне кажется, я впервые сделала такую комбинацию, да, вот именно этого оттенка помады и этого блеска, и мне так очень нравится. Ну, то есть мне безумно нравится, что появился оттенок, да, и губы такие подсвеченные, красивые, они действительно наполненные, и что важно, как я уже сказала, вам не щипят губы, как все эти, да, увеличивающие объем блески, но, тем не менее, они смотрятся какими-то такими аппетитными. Мне очень нравится, красиво. Тут блески необычные, какие-то голографичные, переходят из розового в персиковый. В общем, очень интересный оттенок, но на губах смотрится просто подсвеченно и красиво. Мы завершили макияж, и я показала все фавориты белорусской косметики в действии. Я уверена, что моя косметичка будет пополняться белорусскими брендами, когда они будут выпускать что-то новенькое, потому что действительно очень много интересного и того, что достойно. И я бы сказала, что это не то, чтобы какая-то достойная альтернатива люксу. Да, конечно, как бы если у вас стоит цель, да, купить какие-то кремовые тени, особенно если вы визажисты, они у вас прям вот заканчиваются очень быстро, потому что вот такие кремовые малышки, они очень быстро кончаются, если вы ими там пользуетесь, я не знаю, по 3 раза в день, по 4, то это просто must-have. Они очень классные. И это действительно не замена люксу, а это классный полноценный продукт, который я предлагаю вам рассматривать отдельно. Вот, надеюсь, что видео вам понравилось, вы подписались на канал, написали комментарий, поставили колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и ждете его, потому что оно будет совсем скоро. Очень жду комментарии, лайки, подписки, и, пожалуйста, напишите, какие ваши любимые белорусские средства. Я уверена, что у каждого они есть, что остановите видео и напишите, что вам понравилось, или если у вас есть, то о чем вы задумались, о покупке какого средства, что вам понравилось, как работает на мне, что не понравилось. Я думаю, такого не будет, потому что действительно все качественно, красиво, аккуратно и очень стойко. То есть все продукты, которые я показала, я прям ручаюсь за них. Поэтому если вы купите, вам не понравится,
придите и скажите: Дашок, что ты посоветовал? Я надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо еще раз и до новых встреч.